Вас приветствует канал Ураборос. Скопцы – история самой загадочной секты в России. Существует много способов привлечь человека в секту и удержать там, обещая ему власть, деньги или рай после смерти. Но для этого, разумеется, нужно беспрекословно выполнять указания главы секты и пройти все испытания. Ведь без испытаний не бывает награды. Сегодня мы поговорим об одной из самых влиятельных и странных сект России – скопцах. Кондратий Селиванов. Во второй половине XVIII века в Орловской губернии обосновалась община одной из самых влиятельных на тот момент сект Российской империи, так называемые хлысты. Общину они называли кораблем, а капитаном того корабля была некая Акулина Ивановна, которую братья и сестры называли Богородицей. Сами хлысты называли себя люди Божии. Секта эта была довольно закрытой, адепты этого течения проповедовали крайне аскетичный образ жизни и отказ от всех земных наслаждений. Впрочем, по слухам, в секте царила вовсе не чистота помысла и тела, а свальный грех. В эту секту и пришел странный немой крепостной. Он пошел напрямую к Акулине Ивановне и жестами объяснил ей, что бежал от рекрутской повинности. Но стоило Богородице милостиво принять пришельца в корабль, как к нему тут же вернулся голос. Разумеется, Кондратий никогда и не был немым, а вот внимание привлечь умел всегда. Акулина пришла в восторг от такого чуда и объявила, что Кондратий Селиванов – никто иной, как Сын Божий, а она сама, Богородица, родила его, как и возвестил Святой Дух. Получив власть, Кондратий обвинил адептов секты в разврате и сказал, что единственный способ совладать с телесными искушениями – лишить себя даже возможности податься плотским утехам. По слухам, Кондратий настаивал на кастрации и сам подал пример, оскопив себя каленым железом. Но братьев и сестер такая жертвенность оттолкнула, а не восхитила, так что Кондратию пришлось покинуть секту, чтобы основать свою. Скопцы у штурвала. Уйдя с корабля Акулины Ивановны, Кондратий остановился в Тамбовской губернии и основал там собственный корабль. К тому времени у него уже был полностью сформированный концепт нового учения. Он объявил себя Сыном Божьим и Искупителем, который призван спасти род человеческий от липости похоти и сокрушить душепогубного змея. Вы уже поняли, что это. Сам процесс оскопления он назвал огненным крещением. Поразительно, но секта росла довольно быстро. В первую очередь туда привлекали богатых крестьян, которые способны были закабалить своих односельчан, шантажируя их огромными долгами и обещая простить их, только если те вступят в секту. Богобоязненные крестьяне прислушивались к адептам секты. Они искренне верили, что апостолы тоже были скопцами и что отсечь свою плоть – это богоугодное дело. Скопцы ловко манипулировали священными текстами, выискивая целые цитаты из Евангелия, будто подтверждающие необходимость оскопления. На удивление, секта быстро росла. Многие вступали в нее ради денег. У членов секты не могло быть детей по естественным причинам, так все их богатства доставались братьям и сестрам. В отличие от других сект, где рост учения происходил за счет привлечения детей-адептов, скопцы привлекали других участников силой убеждения и обещали им Царствие Небесное. Иногда они оскопляли младших родственников. Ритуалы. Любая секта держится на ритуальной части. Чем более жестокие и кровавые ритуалы проповедует группа, тем теснее связь между ее членами. Людям хочется верить, что вся боль, через которую они прошли, была не зря. Оскопляли и мужчин, и женщин. Операцию проводили обычно мастера или старухи, которые путешествовали из одной общины в другую, предоставляя свои услуги всем желающим. Мужчины оскопляли мужчин, а женщины – женщин. Временами сектанты не дожидались, пока в их деревне появится специально обученный человек, а сами оскопляли друг друга и даже сами себя. Преследование. Вскоре движение скопцов стало таким многочисленным и влиятельным, что в 1772 году состоялся суд, в результате которого около 300 скопцов сослали в Сибирь, вместе с Кондратием Селивановым, которому удалось бежать. Несмотря на то, что во времена царствования Екатерины движение скопцов было вне закона, число адептов росло стремительно. Говорили даже, что Кондратий Селиванов – никто иной, как Петр III, свергнутый муж Екатерины. Расцвет секты приходится на царствование Александра I. В дом Селиванова запретили доступ полиции. Вероятно, у секты были влиятельные покровители. Селиванов оскоплял мальчиков и юношей уже открыто. Торжество секты закончилось в 1820 году, когда один из фаворитов Александра, граф Милорадович, выяснил, что под влияние секты попали двое его племянников. Провели следствие, дело дошло до суда, и Селиванова отправили в один из суздальских монастырей. Там он и умер в 1832 году. Казалось бы, на этом и конец секте. Но число адептов насчитывало уже десятки тысяч человек, и дело Селиванова продолжило жить после его смерти. Скопцы в СССР. Вторым лидером секты стал уже не крестьянин, вкупец первой гильдии, Платицын. Когда в 1869 году, уже при Александре II, он попался на взятки должностному лицу,
При обыске у него изъяли 30 миллионов рублей. Огромные деньги. Тогда-то власти и поняли, с сектой какого размаха имеют дело. Любой, кого заподозрили в связи со скопцами, отправлялся в Сибирь. Впрочем, окончательно с сектой покончили только в середине 20 века. Последний задокументированный процесс над скопцами прошел в 1929 году. Скопцов из села отправили в Сибирь, а из города посадили. Это была последняя капля, после этого секта так и не была восстановлена. Друзья, для меня лучший подарок на Новый год, если вы подпишитесь на мой канал Ураборос. Есть еще телеграм-канал Загадки Истории.